Олимпийские игры – это самый важный турнир в карьере любого волейболиста. И вот в рамках 33-й Олимпиады уже 16 раз в истории 12 сборных, прошедших квалификацию, сразятся за звание олимпийского чемпиона. И такое событие просто невозможно пропустить. Тоже оказался в числе этих счастливчиков. В первую очередь это команда хозяев, сборная Франции. По итогам Олимпийского квалификационного турнира, который проходил с 30 сентября по 8 октября 2023 года, еще 6 команд получили заветные путевки в Париж. Ими стали Германия, Бразилия, США, Япония, Польша и Канада. Еще 4 команды добирались на турнир по положению в мировом рейтинге. Этими счастливчиками стали Словения, Италия, Аргентина и Сербия. А поскольку на Олимпиаде должны быть представлены национальные команды со всех континентов, то последний вакантный слот занял Египет, как африканская команда с самым высоким мировым рейтингом. Так что с 27 июля по 11 августа в Париже в выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles вышеперечисленные национальные команды устроят беспрецедентное волейбольное шоу. Если ранее команды делились на 2 группы по 6 команд, то во Франции организаторы решили нас удивить новым форматом, чтобы повысить азарт и ценность каждого матча, сыгранного на Олимпийских играх. Так что теперь команды поделились на 3 группы по 4 коллектива в каждой. А в стадии четвертьфинала проходят команды, занявшие первые и вторые места, а также 2 лучшие команды с 3-го места. После жеребьевки мы выяснили, какие команды сразятся друг с другом на групповом этапе. В группе А у нас сойдутся Франция, Словения, Канада и Сербия. В группе Б за выход в плей-офф поспорят Польша, Италия, Бразилия и Египет. А вот в группе С за шанс войти в число 8 лучших команд сразятся Япония, США, Аргентина и Германия. Так, по основным тонкостям предстоящего турнира прошлись. Теперь давайте попробуем чуть более подробно разобраться, а что же нас ждет в каждом конкретном квартете. Каждая команда привезла в Париж 13 игроков, 12 основных и 1 запасного. Так что в том случае, если кто-то получит травму, его можно будет заменить по ходу турнира. Причем травмированный игрок в случае восстановления будет иметь право на возвращение в состав команды. В группе А, я напомню, у нас схлестнутся хозяева Франция, а также Словения, Канада и Сербия. И после победы в Лиге наций французы выглядят очевидным фаворитом в этой четверке. Особенно если вспомнить про то, что они играют перед домашними трибунами. Хотя, как показала все та же Лига наций, иногда поддержка родных фанатов может вызывать дополнительную ответственность, нежели гарантированный позитивный эмоциональный подъем. К главному старту этого лета должны полноценно восстановиться Нгапет и Шининеза, что добавит гибкости и без того мощному составу действующих олимпийских чемпионов. И пусть боем мы на этих играх не увидим, но молодой Тео Форд доказал, что он может отлично постраховать по 3, если у того не пойдет игра. Также велика вероятность прохода в четвертьфинал и для Словении. Пусть в плей-офф Лиги наций эта команда не показала выдающихся результатов, но достаточное время для восстановления должно было добавить сил дебютанту Олимпийских игр. Плюс восстановившийся Можич добавит прочности и гибкости составу. Так что если все удачно сложится, то словенцы не только выйдут из своей группы, но и смогут побороться за олимпийские медали, что было бы для них великолепным стартом олимпийской истории. На 3-ю строчку в этом квартете я бы поставил Канаду. В отличие от прошедших олимпийских турниров, в этот раз кленовые не выглядят очевидными аутсайдерами, а вполне себе могут удивить мировую волейбольную общественность. Все исполнители находятся в своем прайме. Они отлично сыграны, так что могут преподнести сюрприз любой команде. Основной проблемой для них является отсутствие должного опыта игры на таком уровне, что мы уже увидели в плей-офф Лиги наций. И как вы уже могли догадаться, в проход сборной Сербии я совсем не верю. Данный коллектив заскочил в последний вагончик уходящего на Олимпиаду поезда. И лично у меня нет какого-то внутреннего ощущения, что Сербия может выстрелить и удивить. У сербов один из самых возрастных составов на этом турнире, так что ждать, что какой-то молодой исполнитель нас сможет удивить, вряд ли стоит. Все прекрасно понимают возможности этой команды, да и все мы видели их игру в рамках Лиги наций. Единственное, что еще может преобразиться, так это игра Ковачевича, потому что Урош в рамках предыдущего турнира не продемонстрировал максимум своих возможностей. Вот такой расклад получился в этой группе у меня. Кто, по вашему мнению, пройдет дальше, пишите внизу в комментариях. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Переходим к группе Б, и тут все выглядит монструозно. Польша, Италия, Бразилия и Египет. Африканской команде здесь точно никто не позавидует. Очевидно 4-е место без хоть каких-то надежд на проход в следующий раунд. Если они смогут зацепить хотя бы один сет, то это будет отличным достижением.
Претендентом на попадание в следующий этап выглядит Бразилия. Но нужно понимать, что если они не наберут очков в матчах с Италией и Польшей, одной лишь победы над Египтом может и не хватить. Хотя, вспоминая Лигу наций, если у бразильцев полетит, то они могут добиться неожиданной победы. Поэтому с нетерпением ждем этих матчей. Несмотря на то, что поляки, по мнению аналитиков, являются главным фаворитом текущих Олимпийских игр, я отведу им вторую строчку в группе Б. Было интересно, кого же из доигровщиков Никола Гербич, главный тренер польской национальной команды, оставит дома. И пятым лишним стал Беднаш, даже несмотря на скромное выступление Сливки. На прошлой Олимпиаде Польша сетовала, что у них была слабая группа, что и не позволило им конкурировать с более мобилизованными командами. Сейчас же такой проблемы быть не может. Почему я поставил их на второе место в этой группе? Ответ прост. Италия играет одним составом, и сыгранность на групповом этапе может сыграть ключевую роль при равном подборе исполнителей. Итальянцы же 100% приехали в Париж за золотом. Об этом ярко свидетельствовала Лига наций. Основной состав в течение 2 недель набирал рабочие обороты, а после сосредоточился на подготовке к Олимпийским играм. И если в Токио от этой команды вряд ли стоило чего-то ожидать, то сейчас итальянская молодежь прошла уже массу самых значимых стартов, так что они готовы биться за самые высокие места. Как, по вашему мнению, будет выглядеть таблица группы Б после 3 туров, пишите внизу в комментариях. Мне, как всегда, очень интересно ознакомиться с вашим мнением. А вот группа С, пожалуй, самая непредсказуемая. Напомню, что в нее у нас попали Япония, США, Аргентина и Германия. По мнению аналитиков, американцы являются главными фаворитами на победу в этом квартете, но лично я не разделяю такой уверенности в этом исходе. Во-первых, США — это самая возрастная сборная на данном турнире, что вряд ли можно отнести к плюсам. Выступления банды Джона Сперо по ходу Лиги наций также не оставили приятных воспоминаний. Но, безусловно, хочется видеть эту команду в борьбе за медали, так что в моем локальном топе я бы поставил их на вторую строчку в группе С. На первом месте, как мне кажется, будет сборная Японии. Этот коллектив очень мощно смотрелся по ходу Лиги наций, да и скамейка у них обладает чуть более широкими возможностями, чем у американцев. Так что есть все основания полагать, что азиатская команда может одолеть всех оппонентов на этом этапе. Сложно прогнозировать, чем все для них закончится дальше, но из группы они просто обязаны выходить. Особенно, если не будет проблем со здоровьем у основных исполнителей. А вот дальше мне сложно было определиться со своим выбором. Бронзовые призеры прошлой Олимпиады, Аргентина, не так часто показывали яркую и эффективную игру в этом сезоне, но несколько классных матчей намекали нам на то, что эти ребята вновь способны сотворить красивую историю. И с точки зрения логики, они являются третьей по силе командой в группе, но где-то в глубине души я бы хотел увидеть в плей-офф сборную Германии, которая удивила всех своей игрой во время квалификационного турнира. Нет никаких оснований на то, что они не смогут повторить это вновь. Так что, как я уже говорил ранее, эта группа будет самой напряженной. А кто какое место займет в этой группе, вы можете предположить внизу в комментариях. По большому счету, это все, что я хотел вам рассказать в этом видео. Все, что осталось, так это поставить лайк под ним, а также предположить, какие команды окажутся на пьедестале почета. Моя тройка — это Италия, Польша и Япония. Ваше мнение я с нетерпением жду внизу в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.